ешьте и пейте, но не расточительствуйте. Желать наслаждения ради благодарности. Но пока ты желаешь наслаждений ради нафса, все это исраф. Я привык довольствоваться тем, что есть. Поэтому я богаче вас. Это реальное рабство. Прогнись здесь, продайся там. Пророк Мухаммад сказал: если не хотите быть рабами созданий, станьте рабом Аллаха. Аллах тебя создал, Аллах тебя будет кормить. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Это 19-е сияние, очень интересная книга Рисаля Нур, которую всем советую. И 19-е сияние — это тема о бережливости. Почему она так важна? Потому что сейчас, если человек даже обладает верой, осознанной, да, понимает многие вещи и так далее, но если он не изменит свой образ жизни, и именно в первую очередь тоже касаясь именно вот этого, так скажем, экономического вопроса, то он в очень большой опасности будет. Потому что сейчас для людей основные ловушки, такие, скажем, шайтана, да, они расставлены как раз на пути приобретения типа средств к существованию. И вообще вот эта вот система потребления сейчас, да, это такая, как сказать, машина, да, которая по сути засасывает людей, да, заставляет их идти там на харам, забыть свою религию и так далее. То есть поэтому вот этот вот момент экономический, да, то есть как человеку правильно, так скажем, относиться, да, так скажем, ко всем своим ресурсам, это очень важно сейчас, очень важно. Без этого, говорю, даже если человек верит, даже если он понимает, что происходит, понимает, какие противостояния происходят, да, что там на верующих нападают и так далее, то, будучи вроде бы мировоззренчески на стороне верующих, но своим образом жизни, да, идя на поводу, так скажем, у своих там желаний, страстей и так далее, участвуя вот в этом беге за этими, так скажем, морковками, да, которые ему там развешали, он будет по сути лить воду на мельницу вот этой системы, которая противостоит вере. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы мы как бы научились, то есть сейчас нужно человеку верующему изменить свой образ жизни даже с точки зрения именно вот этого потребления, что ли, и так далее. Это не означает, что человек не должен там зарабатывать, да, там, заниматься бизнесом. Без проблем. Нужно. Но нужно смотреть на историю, к примеру, сахабов, да, они зарабатывали, но посмотрите, на что они тратили, чем они занимались, да, и как они сами жили. То есть сами, будучи очень богатыми, жили-то очень скромно. И все эти средства куда шли? Да, то есть именно, так скажем, на распространение истины, да, на служение. Итак, о бережливости, то есть 19-е сияние, о бережливости, довольстве малым и расточительстве. Бисмиллахир рахманир рахим, кулю вашрабу валя тусрифу. То есть Всевышний Аллах повелевает в Коране: во имя Аллаха, милостивого, милосердного, ешьте и пейте, но не расточительствуйте. Этот аят Корана дает очень важный урок мудрости в виде твердого повеления к бережливости и явного запрета расточительства. То есть призывает к бережливости и идет явный запрет чего? Расточительства. В этой теме имеется 7 пунктов. Первый пункт. Милостливый Создатель взамен даруемых человеку, да, и человеческому роду благ чего желает от нас? Он желает от нас благодарности, то есть шукур. Да? Расточительство же противоречит благодарности и по отношению к даруемым благам является пренебрежением, наносящим человеку убыток. Причем убыток как в этом мире, так и в вечном. Да? То есть когда человек с расточительством относится к даруемым благам,
он по сути пренебрегает этим, то есть он не считает это чем-то ценным. То есть эту вещь, этот дар он не считает ценным. И наоборот, бережливость по отношению к благам является уважением, приносящим прибыль. Да, бережливость – это и своего рода благодарность и почтение к божественной милости, содержащейся в благах, и явная причина благодати. То есть, смотрите, наоборот, бережливость – это что такое? Это благодарность, это почтение к божественной милости. То есть человек понимает, что ему дается, он ценит эти дары. И когда человек что-то ценит, бережет, это становится причиной, что у него появляется изобилие. Изобилие, знаешь, да, что такое баракет? Да. И, например, как диета для тела, это становится для него источником здоровья. И средство защиты своего достоинства от унижения и от нищенства. То есть, чтобы человек смог защитить свое достоинство. Он обязан быть бережливым. Чтобы не унижаться, не потерять свое достоинство. И важная причина того, чтобы ощутить истинное наслаждение, заключенное в благах, и вкусить наслаждение от благ, которые с виду непривлекательны. То есть, если человек бережлив, если человек оценивает, то он будет ценить действительно все дары Всевышнего Аллаха. Да? Даже те, которые внешне кажутся незначительными. А от того, что расточительство противоречит упомянутым пользам, оно имеет очень опасные последствия. Причем, говорю, как эти последствия человека коснутся в этом мире, так и в вечном. Второй пункт. Мудрый Создатель сотворил тело человека в виде совершенного дворца и упорядоченного города. То есть, мудрый Создатель сотворил тело человека в виде совершенного дворца и упорядоченного города. Вкусовое восприятие рта, словно привратник, а нервы, то есть нервная система, подобно телефонным проводам, является средством связи между вкусовым восприятием рта и желудком, расположенным как бы в центре тела. Посредством нее передается сообщение пищи, поступающей в рот. Если в ней нет пользы для желудка и тела, поступает сигнал запрета, и она выводится наружу. А иной раз, вместе с тем, что пища бесполезна, если она еще вредна и горька, то в таком случае она тут же выдворяется назад. Таким образом, поскольку вкусовое восприятие рта является своеобразным привратником, то желудок с точки зрения питания тела, да, управление телом это как некий правитель, господин. Если дары, которые поступили в этот дворец или город и были преподнесены правителю города, имеют цену, к примеру, в 100 лир, то привратнику в виде чаевых будет уместно дать только 5 лир, не больше, то есть 1/20. С тем, чтобы этот привратник не возгордился, не потерял голову, не забыл про свою обязанность и не впустил во дворец смутьянов, дающих больше чаевых. То есть, если представить, смотри, что человек, да, это некий дворец, да, или некий город. Он устроен очень упорядоченно. Человеческие вкусовые ощущения, да, в ротовой полости, это что такое с точки зрения питания тела? Это некий привратник, то есть распознает, да, то есть это полезно, вкусно или так далее. Да? А желудок с этой точки зрения, именно с точки зрения питания тела, является правителем. Теперь представь, если правителю преподнесли некий подарок, да, стоимостью, к примеру, в 1000 рублей или 100 лир, то говорит привратнику, вот этому охраннику, в виде чаевых можно дать лишь 1/20, то есть, к примеру, 5 лир. Если давать ему больше, он потеряет голову, то есть он посчитает, что он правитель. То есть человек начнет гоняться чисто за вкусом, не понимая, это вообще полезно, сколько это нужно и так далее. То есть если он отдаст бразды правления чисто вкусовому ощущению. Да? Таким образом, исходя из этого, представим сейчас два вида продуктов питания. Если один вид будет состоять из питательного сыра и яиц стоимостью в 1 куруш, да, то есть это
Ну, грубо говоря, давайте возьмем на такие деньги, которые будут понятны сейчас. К примеру, возьмем, если один вид питания — это питательный сыр и яйца, который, к примеру, стоит, ну, возьмем там 200 рублей. Да? А другой будет самым вкусным пирожным стоимостью, к примеру, в 1000 рублей. То в отношении организма у этих двух видов пищи до попадания в рот нет разницы. Да? То есть они равны. И после прохода через горло в отношении своей питательности они опять же равны. Или даже сыр, да, с яйцом стоимостью, к примеру, в эти 200 рублей бывает питательнее и полезнее. То есть, грубо говоря, представь, два вида, да, с точки зрения там, калорийности, к примеру, даже пускай они будут одинаковые, но даже сыр с яйцом более полезны. Разница есть в чем? Разница есть лишь в том моменте, пока это у тебя находится во рту, пока ты жуешь. Вот есть вот этот вкус. Теперь вопрос, стоит ли тебе из-за того, чтобы чисто испытать вот это в течение, ну сколько ты там жуешь? Ну пускай минуту, пускай 2. Да? Стоит ли из-за этих 2 минут превышать свои расходы в несколько раз? Причем, что мы как говорим, что этот сыр и яйцо намного полезнее, чем, к примеру, этот просто торт, да? Или какое-то пирожное. То есть, лишь с точки зрения вкусового восприятия рта есть разница, вот там полминуты, минута, пускай даже 2. Отсюда можно понять, что ради вот этого минутного наслаждения увеличивать расходы от 1 до 10 — это бессмысленная и убыточная растрата. Так вот, хотя подарок, преподнесенный правителю дворца, и стоит, к примеру, там, сколько-то, да, к примеру, там, пускай даже это там 1000 рублей. Если дать привратнику чаевых в 9 раз больше, то это распустит привратника. Он подумает: я правитель. Скажет он, кто даст больше чаевых, кто даст больше вот этих наслаждений чисто вкусовых, того он и пропустит во дворец. А это может вызвать смуту, пожар, что станет причиной обращения за помощью. Помогите, пришлите врача, пусть он собьет мою температуру, устранит мой жар. Таким образом, бережливость, довольство имеющимся согласуется с божественной мудростью. И поэтому, принимая вкусовое восприятие рта как за некого охранника, да, то есть привратника, который проверяет, да, то есть на входе, дает ему соответствующую плату. А поскольку расточительство противоречит этой мудрости, расточитель сразу же получает наказание. У него начинает болеть живот, то есть тот человек, который будет просто чисто гнаться за вкусами, да, а сейчас тем более вообще, да, там, в еду добавляют там всякие же усилители, просто чисто химия. Люди там едят там не понять что. Да. То к чему это приведет? У него начинает болеть живот, он теряет истинный аппетит, то есть теряет истинный аппетит. Из-за разнородности принимаемой пищи он ест с искусственным ложным аппетитом, что становится причиной расстройства пищеварения и приводит к очень многим болезням. А практически большинство болезней из-за питания. Сейчас и переедают, и так далее. То есть, смотри, раньше люди, к примеру, меньше ели, больше двигались. Правильно? Работали физически, где-то там в полях, там дома, да, было сколько работ, там, растопи, то сделай, это сделай. И сейчас люди наоборот, свое движение, растрату сократили, да, а калорийность, да, то есть едим столько там тысячами. И отсюда начинаются болезни. Да, тем более разнородная всякая вот эта пища. То есть суть сводится этого второго пункта к чему? Что человек должен взвешивать, да, то есть стоит ли из-за вот этого сиюминутного какого-то минутного наслаждения увеличивать свои расходы в несколько раз. Причем, что интересно, многие сейчас подумают, да, ну подумаешь, еда, это же не такие большие расходы. Но на самом деле человек,
Если он подумает и посчитает то, сколько он тратит на это вот в Стамбуле, да, это здесь об этом дальше будет говориться, в Стамбуле есть реальная мечеть, она называется Санки-Едим, то есть как будто съел. Ее построил простой человек, я не помню, по-моему, кто он там, сапожник был, да, или кто? Ну, простой человек, то есть он был не богач. Просто что он делал? Он, к примеру, когда шел мимо какого-нибудь там, к примеру, где продаются сладости, вот такие пирожные или еще что-то, то, что хотел его, так скажем, нафс, он что делал? По-моему, он половину покупал, да? Или вообще он отказывал себе в этом? Половину покупал, половину... Ну, как вариант, я не помню точно, да? То есть, либо он покупал половину того, что он хотел, к примеру, там, полпирожного, а полпирожного, вот эту цену, он просто откладывал. И говоря, как будто я это съел. Он просто таким образом копил деньги. То есть, к примеру, его нафс что-то захотел, или какую-то безделушку, или какую-то еду и так далее. Он или полностью просто эту сумму, не покупая, но просто эту сумму, сколько стоила эта безделушка или эта еда, он откладывал и говорил «санки едим», как будто я это съел. И он на эти деньги построил мечеть. И теперь представляешь, этот человек до сегодняшнего дня получает саваб, то есть как-то садакатуль аджария, да, то есть те действия, которые после смерти человека ему приносят до сих пор. Теперь задумайся, сколько мечетей мы съедаем за жизнь. Причем не замечая это. То есть человеку кажется, ну подумаешь, это еда. Но всего лишь вот этот один процесс, если ты научишься контролировать, а тебе это на самом деле для жизни что? То есть это же один из самых ключевых моментов. Пропитание. Правильно? Пропитание, если у тебя с этим нормально, то есть в принципе ты защищен. Да? И это всего лишь такой, как бы сказать, человеку кажется, что это немного, а на самом деле это, если он посчитает, это же изо дня в день, по нескольку раз в день это происходит. И если ты вот этот процесс урегулируешь у себя, да, то есть в соответствии с этим требованием, почему Всевышний Аллах говорит «кулю вашрабу валя тусрифу». То есть уже, или как некоторые люди там тоже, да, иногда начинают, типа, мол, возбухать, что вот там денег не хватает, но потом при этом смотришь, он курит. Ты ему говоришь, а сколько стоит, ты сколько куришь в день? Он говорит, пачку. Пачка сколько стоит? Я сейчас не помню там. В России сколько там сейчас стоит? Здесь 50 лир. 50 лир это, грубо говоря, сколько? 200 рублей. То есть, представляешь, в день 200 рублей. 200 рублей в день, в месяц сколько выходит? 6 тысяч. А что такое 6 тысяч? 6 тысяч это практически, ты можешь купить таких недорогих продуктов, и это практически пропитание. Правильно? То есть там макароны какие-нибудь купил, там того на 6 тысяч, и тебе реально на месяц хватит, может даже больше. Человек мало того, что просто это выпускает в воздух, плюс еще там здоровье и так далее. То есть много вот таких вот процессов, которые вроде бы незаметно человеку кажется, ну это же там мелочь. Но если ты как бы посмотришь, как говорят же там, по капельке капает, да, но целое море будет. Точно так же и здесь. Поэтому нужно научиться вот эти вот вещи контролировать. Да? Но опять же, есть вторая сторона этого. Да? То есть дело не в том, что мы только, как бы, как сказать, там типа, мол, дело в еде и вот чисто сохранить деньги и так далее. Суть не в этом, конечно. Да? То есть суть в чем? Чтобы мы ценили дары Всевышнего Аллаха. И защитили свою честь, а через это, а наша честь где находится? Она же находится в религии. Потом же люди, понимаешь, вот ведя такой образ жизни, где они не экономят, да, там вроде бы по копейке туда-сюда, они раскидываются, а потом они же это делают причиной, даже вот мне там пишут, да, и что ты хочешь сказать, что теперь, не работать что ли? Что вот там? Понимаешь, они потом это делают причиной, что типа, ну у меня же денег не хватает, мне нужно еще больше работать, типа, мол. И из-за этого он начинает оставлять, что? Религиозные обязанности. Вот же в чем проблема. Что он начинает жертвовать, по сути, своей религией. А через свою религию он жертвует своей вечной жизнью. Продаваться, где-то там идти на харам, да, то есть делать какие-то действия, которые запрещены Создателем, да, и так далее. То есть вот в чем даже опасность.
То есть к чему приводит это, да? То есть толкает на многие вот такие опасные моменты. Итак, вторая сторона. В предыдущем втором пункте мы говорили, что вкусовое восприятие рта это как охранник, да, который вот сенсор, который тебя распознает. Это можно есть, нельзя есть, вкусно, невкусно и так далее. Да, вкусовое восприятие у беспечных, да, духовно неразвитых и не умножающих свою благодарность людей выступает в роли чисто охранника, привратника. Ради него, конечно же, ради его удовольствия не стоит входить в растраты, увеличивать их в 10 раз. Но вкусовое восприятие истинно благодарных, познавших истину и духовно развитых людей, как было раскрыто в сравнении в 6 слове, выступает уже в роли не просто охранника, который там пустил, не пустил, а уже у человека духовно развитого, который реально использует вот эти вкусовые ощущения для того, чтобы познать Творца, то есть вкусить его милость, да, которую он сотворил. Так вот, у такого человека они выступают в роли смотрителя и инспектора кухонь божественной милости. То есть его назначение состоит в оценке и познании разновидностей божественных благ, благодаря своим тончайшим весам, количество которых соответствует многообразию этих благ. И в виде своеобразной благодарности сообщать о них телу и желудку. То есть с этой точки зрения уже вот этот вкусовой аппарат, тогда, скажем, там, обоняние, да, и язык и так далее, уже не выступает чисто как сказать, там, что-то второстепенное, третьестепенное. А с точки зрения познания Творца, оно занимает уже высокое положение, даже выше, чем может быть просто желудок. Так вот, и вот в таком случае вкусовое восприятие обращено не только уже к материальному телу, но к сердцу, к душе, к разуму, и поэтому с этой точки зрения оно имеет большое, да, то есть большое значение и большой степень даже, чем желудок. С условием отсутствия расточительства, то есть опять же, условие отсутствия расточительства никуда не делось, да? А также лишь исполнение своего долга благодарности и познание своими чувствами многообразия божественных благ. То есть вопрос, вот задайтесь сами себе, да, когда ты что-то хочешь там, купить вкусненькое и так далее, у тебя вообще есть ли в намерении, что ты это делаешь сейчас для того, чтобы познать милость Аллаха еще, да? Ради благодарности. То есть задумайся над этим. То есть вот в этот момент у тебя какое намерение? То есть ты для чего? Или просто ты там захотел и чисто как на животном уровне, на животном инстинкте двигаешься, просто захотел и ем. Поэтому, говорит, духовно развитые люди, он уже что-то пробует для того, чтобы поблагодарить Аллаха, чтобы вкусить его, так скажем, разнообразие его милости. Конечно же, еще какое условие? Условие дозволенности, да, что это халяль, да, и ты заработал халяль и тратишь на халяль. А также того, что это не приведет к унижению и нищенству. Конечно же, при этих условиях человек может следовать своему вкусу и выбирать вкусные блюда, чтобы использовать свой язык для чего? В благодарении Творцу. То есть использовать вот этот аппарат, который Аллах тебе дал и снабдил всеми, так скажем, такими духовными весами. Ведь реально, то есть это же удивительная вещь. Вот сами подумайте, к примеру, у атомов есть ли вкус? Есть у атомов вкус? Нет. Запах? Нет. То есть представь, Всевышний Аллах, какие тебе дал реально уникальные приборы, что вот это происходит-то здесь. Вот сейчас был же, да, коронавирус, да, ты вот переболел. И что произошло? Вкусы куда-то пропали. Все, аппарат отказал, все, нету вкусов. Мало того, некоторые вкусы вообще изменились, и человеку уже противно что-то есть. То есть, значит, эти аппараты, это такая милость Аллаха, которая дана тебе для чего? Чтобы ты познавал милость Аллаха.
его мудрость, его, да, то есть вот эти дары, взвешивал. И реально же сколько есть видов пищи, сколько фруктов, сколько овощей, сколько всего. Да, еще люди же сейчас готовят рестораны туда-сюда. То есть это же реально уникально. Не другое создание такое разве делает? Только люди. Да? Поэтому такой человек, если он использует вот эти приборы, которые Аллах ему дал, да, вкусовые ощущения языка, он может покупать вкусные вещи. Но если у него намерение благодарить Творца, познавать Творца, потом с условием, что это халяль, что это не расточительство, и что такой образ жизни не приведет его к унижению, к нищенству. Для этого приведем один интересный пример из истории. Да? То есть такое предание, был такой очень большой ученый, да, и вали, да, как бы аулия, Абдул-Кадир Гейляни, да, шейх Гейляни. И у него был удивительный карамат. Карамат такой, что у него называется как муджизывари карамат, да, то есть такой очень большие караматы реально. Именно вот этот случай указывает именно на эту истину. Так вот, однажды на воспитании у Гауса Азама, шейха Гейляни, находился единственный сын пожилой и капризной женщины. То есть у этого шейха, у этого вали, ученого, находился на воспитании сын одной женщины, единственный. Эта почтенная престарелая женщина, войдя в келью своего сына, увидела, что ее сын ест кусок черствого черного хлеба. Своей слабостью от аскетического образа жизни он привлек к себе сострадание своей матери. То есть понятно, мама, да, увидела, что сынок бедненький там ест черствый кусочек хлеба, а она пожалела, начала там. Затем, чтобы пожаловаться, она отправилась к Гаусу и увидела, что тот сидит и ест жареную курицу. От своей несдержанности она воскликнула: «О, учитель, мой сын умирает от голода, а ты здесь ешь курицу». Тогда Гаус что сделал? Он повелел курице: «Оживись по воле Аллаха». О том, что кости жареной курицы вдруг соединились и в виде живой курицы выскочили из тарелки, дошло до нас через достоверное предание, то есть таватур, от многочисленных заслуживающих доверия авторитетных людей, как карамат Абдул-Кадир Гейляни. Да? Такой личности, известному всему миру, то есть даже христианский мир вынужден был признавать его. Да? Так вот, у него были удивительные вот такие караматы. И что сказал Гаус, да? Абдул-Кадир Гейляни? Он сказал: когда и твой сын достигнет такого уровня, тогда пусть он ест курицу. Так вот, смысл этого наставления Гаусуль Азама заключается в следующем. Когда у твоего сына душа, то есть здесь показывается, в чем человек должен прогрессировать, то есть в каких векторах. Да? Смотри, когда, говорит, душа будет повелевать телом. Душа повелевать телом. Сердце нафсом, страстями, а разум желудком. И если он будет желать наслаждения ради благодарности Творцу, тогда и он может есть вкусные вещи. То есть, смотри, вот это очень важный момент. Желать наслаждения ради благодарности. Очень интересный момент, да? То есть, когда ты себя начинаешь анализировать, ты понимаешь, что ого, так ли мы поступаем. А как распознать, к примеру, вдруг нас этими вещами просто прикрывается, и все, что ради Аллаха, ради нас это ешь? Да все ты прекрасно знаешь. Ну, в смысле, вот нас говорит, вот я ем ради Аллаха, там вкусную вещь, что? Как он тебе так говорит? В смысле, внутри у того же, знаете, эти истины, так внутри говорит, как понять, что это ради Аллаха или ради... Если у тебя нафс в этот момент такие вещи говорит, значит ты уже на уровне. Я так думаю, что если у человека нафс в этот момент, то есть вот в этот момент ты прям вспоминаешь, что да, я вот сейчас ем ради благодарности Творцу. Прям так у тебя происходит? Ну нет. Иногда бывает. Ну вот, в этом-то вся и фишка, понимаешь? Что у нас даже вот этой осознанности нету в этот момент.
Потому что если ты в этот момент вообще хотя бы вспомнил о Творце, да, как Устаз говорит же в первом слове, то есть какие условия? То есть первое, ты должен сказать бисмилля. Бисмилля это что такое? Что такое бисмилля? Но это что символизирует? Ты подтверждаешь, что это Аллах тебе дал. То есть ты этим самым признаешь и подтверждаешь, что это именно дар Аллаха, что это не ты сам купил, там, и так далее. То есть ты понимаешь, что это там, через причины, но это дал Аллах, это его дар. То есть бисмилля, первое условие. Второе условие какое? Чтобы ты в момент, когда ты получаешь эти, кушаешь там и так далее, ты должен что? Делать тафаккур, да? То есть ты должен размышлять, оценивать. И третье условие – это уже шукур, благодарность. И одно без другого невозможно, понимаешь? Если ты не признаешь, что это дар Аллаха, следовательно, ты над ним и размышлять не будешь, как над даром Аллаха, не понимая ни его милости, мудрости и так далее. Правильно? Если у тебя не будет размышления, то есть вот этого тафакура, если не будет, то твоя благодарность полной не будет. Потому что это будет чисто формально, там, альхамдулилля, и пошел. Правильно же? Поэтому, когда говорит, ты будешь желать наслаждений ради благодарности, тогда проблем нет. Но пока ты желаешь наслаждений просто ради нафса, все это что? Все это исраф. Все это исраф. Поэтому представляете, сколько есть нюансов, да, насколько мы должны развивать свою веру, свое вот это как бы мышление веры, да, логику веры. Потому что даже в этих обычных вещах это уже экзамен. Потому что ты съел ради нафса, и да, где-то ты формально там что-то сказал, но извини меня, в судный день придется отвечать. Понимаешь? Вот так. И потом смотришь, да, там на этих, к примеру, на того же Бадиузамана смотришь, посмотри его образ жизни, да, как он питался. Ты смотришь, что эти люди меньше всего воспользовались дарами Аллаха, материальными, но больше всех благодарили. Также и пророки. То есть пророк Мухаммад, алейхиссалам, как жил? Как он питался? В чем он жил, на чем он спал, чем он пользовался? Но кто-нибудь может его достичь в благодарности? То есть представь, взяли меньше всего, но больше всего были благодарны. И у нас сейчас, да? Всего мешками, деньги там, это туда-сюда. И мы еще все же беспокоимся, мы же еще все там, что нам что-то не хватит. Четвертый пункт. По смыслу хадиса ла я'улю маниктасад. То есть этот хадис что обозначает? Бережливый человек не испытает материальных трудностей в семье. То есть бережливый человек не испытает трудностей. То есть тот, кто бережлив, не будет сильно испытывать семейных трудностей и тягот, связанных с средствами к существованию. Да, имеется бесчисленное множество твердых доказательств того, что бережливость является явной причиной благодати. То есть бережливость является явной причиной бараката и источником благосостояния. Например, исходя из того, что я испытал на личном опыте и по свидетельству помогающих мне товарищей скажу, что бережливость приносила мне и им порой 10-кратную пользу. К тому же 9, уже сейчас 30 лет назад, часть сосланных вместе со мной в город Бурдур руководителей уговаривала меня принять свои закяты. То есть с восточных областей, когда там было восстание одного шейха, правительство новое, да, оно в целях безопасности взяла самых влиятельных людей с Востока и сослала, да, там в разные места. И вот Бадиузаман попадает в город Бурдур. Вместе там тоже с разными. И в соответствии с этим, да, то есть эти богатые люди, на которых было возложено
со стороны шариата обязанность выплачивать закят, они приходят, и бадиузаману, он как ученый, да, и так далее, ему предлагают свой закят. Так вот, чтобы из-за безденежья я не подвергся унижению и нищенству, я сказал этим состоятельным людям, хотя денег у меня действительно мало, да, но я бережлив. Я привык довольствоваться тем, что есть. И что он говорит, смотри? Он говорит, поэтому я богаче вас. То есть представь, те люди находятся в положении, что они обязаны выплачивать закят по шариату, а он им говорит, я богаче вас. Почему? Потому что я привык довольствоваться тем, что есть. И я не принял их многократные и настойчивые предложения. Удивительно что? Что через 2 года уже, некоторые из тех людей, которые предлагали мне закят, из-за расточительства они уже были должниками. То есть представь, он еще 2 года назад вынужден был платить закят, через 2 года он уже был не просто на нулях, а он уже был должником. Хвала Всевышнему, смотри, хвала Всевышнему, после этого еще в течение 7 лет небольшого количества денег, благодаря бережливости, оказалось мне достаточно, не заставило меня унижаться, не вынудило обращаться к людям с просьбой о помощи, не нарушило правила моей жизни быть материально независимым от людей. То есть представь, эти люди за 2 года из тех, кто выплачивали закят, превратились в должников, а он за 7 лет еще, то есть 7 лет ему хватило тех денег, которые было на тот момент. И что интересно, вот смотрите, да, сейчас такой момент. Вот это то, что, как он поступал, это сунна или нет? Это сунна. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, однажды сказал сахабам, обещайте мне одну вещь, я обещаю вам рай. Причем, смотри, то есть такая сунна, которая, смотрит на каком месте. То есть за это пророк Мухаммад, алейхиссалам, за эту сунну, пророк Мухаммад, алейхиссалам, обещает рай. Он говорит, обещайте мне одну вещь, я обещаю вам рай. Сахабы спросили, что это, о посланник? Он говорит, будьте независимы от людей, не просите ничего у людей. Выполни эту сунну. Попробуй. Да, сейчас там, это сунна, то сунна, это. Вопросов нет, это сунна. Но за ту сунну, к примеру, не знаю, за бороду, пророк Мухаммад обещал рай. Обещал, есть такие хадисы? А за эту сунну пророк Мухаммад сказал, я обещаю вам рай. Выполните сейчас эту сунну. Попробуй. Половина мусульман в долгах сидят, в кредитах. Просто не проси у людей. Говорят, что после этого сахабы, у людей вообще ничего нет. Даже когда они, говорит, ехали там на лошади или на верблюде, и у них падала вот эта палочка, которую они подгоняли, она упала, они не просили никого, подай мне. Сами слазили и поднимали. И этому следовал Умар ради Аллаха. Помните, да, то есть эту историю, когда Умар ради Аллаха там одну женщину встретил, и она жаловалась, не зная, кто правитель. Она не знала Умара в лицо. И он сам пошел, там, взял еду, до ночи готовил, накормил их, да, и когда он пошел за этой едой, один сахаба, да, то есть он тоже говорит, да, я тебе помогу. Он говорит, нет. Он говорит, ты в судный день тоже за меня будешь отвечать? Вот, теперь посмотрите, чем они жили. Поэтому, говорит, чтобы не унижаться. А это, понимаешь, это же тоже, пожалуйста, многие сейчас, да, там любители поговорить насчет единобожия. Кто кормилец? Кто все дает? Не проси у людей. Сможешь так? Этот человек так жил. Одно дело говорить, другое дело жить. Не, ну вот. Потому что если ты уже просишь у кого-то, это же уже тоже там вопрос. Ты как это воспринимаешь? Ты это воспринимаешь, этот человек тебе сам помогает или это Аллах? Этот человек тебе от себя дает? Или это ты воспринимаешь от Аллаха? Ну, так вопрос-то уже же это же опасно для тебя. То есть это же вопрос уже
То есть ты в этот момент, когда ты обращаешься к кому-то за помощью, ты в этот момент, как вот мы говорили про, да, то, что мы, к примеру, что-то кушаем. Ты кушаешь ради благодарности Творцу или ради своего навса? Если ты ради своего навса кушаешь, это что такое по сути? Скажи мне. Но понятно. А что под этим скрывается? Это малый ширк. Представляешь? Но Всевышний Аллах что сказал в Коране? Я создал джиннов и людей для чего? Там сказано «Илля ли абудун». Только для поклонения. Представляешь? А ты вкушаешь не для того, чтобы благодарить Аллаха, а ты создан для этого, чтобы благодарить Аллаха. А ты что-то вкушаешь для того, чтобы удовлетворить свой навс. Кому в этот момент ты поклоняешься? Кого ты хочешь удовлетворить? Чье довольство ты хочешь достичь? Хопа момент, да? Тоненький. Потом, обращаться к людям за помощью. Любят же поднять, да, этот вопрос там. А к мертвым нельзя обращаться. А с этой точки зрения, чем отличаются живые от мертвых? Если ты обращаешься к живым и считаешь, что они тебе помогают, это ширк. Если ты реально считаешь, что этот человек, он автономен, и он тебе сам помогает. Мы же говорим как? Ля хауля ва ля куввата илля билля. Так или нет? Поэтому, насколько важно, чтобы у человека в первую очередь в мировоззрении было реальное единобожие, реальное понимание. Что такое единобожие? Чтобы он даже когда то, что вроде бы кажется обычные вещи, как мы, да, сказали, там, просто покушал что-то, кому-то просто обратился. Но какое у тебя должно быть мировоззрение, какое должно быть мышление в этот момент, чтобы ты правильно это все воспринимал. Что это реально от Аллаха. Что ты реально там получаешь эти наслаждения ради благодарности. А так, к тебе очень много вопросов. Хоть ты даже не будешь там делать то, что ты там считаешь, что там что-то ширк там и так далее. Да, тот, кто не бережлив, он склонен подвергнуться унижению из-за попрошайничества и нужды. У меня интересный момент такой был, у меня там, ну как, друг детства, да, потом, конечно, наши пути разошлись, потому что я принял ислам, он там как бы не принял, да, но суть, я уже на тот момент был в исламе, а он так как бы типа поднялся, знаешь, разбогател там, он там взял в жены одну там еврейскую девушку, попал в их семью там, и у него пошло там дело. И он там, мы как-то с ним там встретились, он там начал передо мной хвастаться там, да, я там такие суммы сейчас трачу там туда-сюда. И у меня такая мысль, я ему еще говорю, я говорю, ты, ну я имя не буду называть, я говорю, ты, говорю, не привыкай к таким растратам, потому что сегодня так, завтра может поменяется, да? Сегодня у тебя бизнес идет, завтра, к примеру, не пойдет, а ты-то привык уже вот такие суммы тратить, да, там на то, на это. Я говорю, ты же не сможешь остановиться. Ты вынужден будешь уже потом, как словом, так месяца 3 или 4 проходит, он приходит у меня деньги занимать. Представляешь, вот какое унижение, вот 4 месяца назад или 3 месяца назад он хвастался, через 3 месяца, через 4 месяца он приходит уже занимать. Представь, как это, да, то есть я перед тобой там кичился туда-сюда, потом, слушай, это там, как бы займи там. То есть какой вот, да? То есть поэтому человек, тот, кто не бережлив, да, он склонен подвергнуться унижению из-за попрошайничества и нужды. И тут же вопрос, как я уже говорил, да, об этом, тут же вопрос не в самих там деньгах, деньги экономить и так. Дело не в этом. Дело не в деньгах. Деньги-то это бумажка. Дело в том, что ты, зарабатывая деньги, ты чем расплачиваешься? Что ты отдаешь взамен? Время, жизнь. Мало того, смотри,
Деньги, которые в наше время становятся причиной расточительства, они обходятся человеку очень дорого. За них порой продается что? Честь, порядочность, дается взятка. А иногда, чтобы заполучить эти злосчастные деньги, продается вера и религия. Понимаешь? То есть вот что идет в размен. Поэтому Всевышний говорит: «Валя таштару би аяти саманан калиля». Не продавайте мои знамения за ничтожную цену. То есть на что ты меняешь свою жизнь? На что ты променял? Попробуй обратно поменяй. Сможешь вернуть? А иногда, чтобы заполучить эти злосчастные деньги, продается вера и ее святыни. Стало быть, теряя важные духовные ценности. Вот что теряет человек. Дело не в бумажках. Многие неправильно понимают, что экономия — это вот там бумажки сохранить. Нет, дело не в этом. Порой ради духовных вещей нужно все бумажки отдать. Проблем нет. Дело не в этом. Понимаешь? То есть ценность, она где находится? В возвышенных ценностях, которые связаны с вечностью. Вот. А человек-то, понимаешь, но это взаимосвязано вот с этими вещами. То есть ты начнешь менять то на это, ахиратское на мирское. Как сказано в аяте? «Ястахиббуна аль-хаята дунья аля-аль-ахира». Они полюбили этот мир больше, чем ахират. То есть сейчас проблема верующих, даже верующих в том, я уже не говорю о людях, которые, к примеру, у них веры осознанно нету, они там не мусульмане и так далее, и так далее. Они, понятно, там, они в этом во всем погрязли и так далее. То есть мирской жизни вот эти. Но проблема в том, что даже верующие люди, он знает, что есть ахират. Знаешь? Он знает, что есть ахира. Он знает, что судный день, он знает, что будет ад, рай и так далее, но он все равно, его чувства настолько сейчас распалили, да, что человек выбирает этот мир, зная, то есть меняет вечность на фани, на бренность. Вот в чем проблема. И это же факт. Каждый даже себя, если проанализирует, он это явно почувствует и поймет. Хотя мы как бы вроде себя считаем же, как бы мы там религиозные, там туда-сюда. Большие вопросы еще. Поэтому, если же человек, следуя бережливости, ограничится расходовать лишь на необходимые нужды, то есть, а на самом деле необходимых нужд у человека в этом мире не так уж много. Просто понимаешь, нынешняя цивилизация, она навязала тебе, к примеру, у человека, ну какие реально вот такие нужды? Это вот еда, правильно? Потом что? Ну пускай одежда будет. Потом кров, да, то есть где-то жить. Что еще-то? Ну не знаю. Ну короче, грубо говоря, на 5 пальцах можно посчитать вот реально вещи, которые тебе необходимы, чтобы жить в этом мире. Современный вот этот образ жизни, вот эта цивилизация, сколько тебе вещей навязывает таких? Сколько? 100-200. То есть сотни. И причем их возводит на степень, как будто это необходимо тебе. Ты без этого не сможешь. Никто не говорит, что это не имей. Имей. Но при тех условиях, которые сказаны, то есть чтобы это было ради благодарности, чтобы это было не харамом, да, как ты это заработал и на что ты потратил. Да? Чтобы это не было исрафом, и чтобы ты не унижался, не продавал свою религию ради этого. Вот в чем вопрос. Понятно? Никто не говорит, что ничего не нужно там. Вопросов нет, пускай будет у тебя. Но какой ценой? Если это тебе дастся ценой, что ты продал свою религию и потерял свою... Зачем тебе эти побрякушки? Понимаешь? То есть, а у многих, когда этот вопрос поднимаешь, что теперь не работать, что ли? Ты что там, ты как, а как мы? Как бы, я говорю, подожди, ты что вообще? Ты в своей жизни вообще голодал ты? У тебя на брюхе столько жира? Не, ну реально. Реально. Я не знаю, сейчас можно, наверное, пойти просто помойку покопаться, и ты там наешься 100%. Я думаю, там в 90-е годы, я, к примеру, да, что у нас дома было покушать? Я думаю, сейчас на помойке я лучше поем, чем я в 90-е годы ел дома приходил.
Понимаешь? Поэтому сейчас, да, я не говорю, что кто-то там не голодает. Есть люди голодают, но это искусственно созданные условия некими, так скажем, злодеями. То есть они специально людей держат. Но мы, понимаешь, если мы хотим бороться со всем этим, многие же люди поднимают, да, вот этот вопрос там, почему там кто-то голодает, почему там то, почему это, туда-сюда. Хорошо. Вопрос тебе, а ты что сделал, чтобы с этим бороться? Ты что предпринял? Ты вообще об этих голодных вспомнил, когда ты садишься за стол и жрешь? Ты вспомнил о них? Вряд ли. В основном люди начинают поднимать этот вопрос, когда про веру заходит вопрос, они претензии Богу хотят предъявить. Раз ты такой милосердный, раз тебе жалко этих людей, ты что сделал? Это раз. Когда за стол садишься, ты вряд ли о них вспоминаешь. Это раз. Во-вторых, ты когда покупаешь какие-то побрякушки, которые тебе вообще не нужны, по сути. Чего ж ты эти деньги не отправил кому-нибудь, никого-нибудь не накормил? Мало того, ты же понимаешь, когда мы участвуем вот в этом беге вот за вот этими побрякушками, мы льем воду на эту систему вот этого потребления. Это же, то есть это целая индустрия, понимаешь? То есть это такой механизм выстроен сейчас. Понимаешь? Поэтому, если ты реально хочешь этому противостоять, поменять что-то в мире, ты, как говорят, да, нужно начать с себя. Ты должен начать себя с элементарных вещей, сдерживая свои вот эти хотелки. Вот только так, если мы вот один, второй, если мы начнем вот так вот жить, вот это начнет приостанавливаться. А пока мы все бежим вот за этим, да, перелопачиваем, все, ты им такой нужен. Ты тот элементик, который работает на их систему. Хотя даже ты верующий, хотя ты понимаешь, хотя ты там сострадаешь, ты такой, злодей там, но при этом ты работаешь на них. Почему? Потому что их система, как это сказано в путеводителе для молодежи, как там, что в наше время идущая по плану повелевающих страстей в войне неверующего заблуждения с исламом. То есть война идет по плану какому? Повелевающих страстей. То есть они настолько изучили человека и его вот эти ниточки, что система выстроена так, что ты, как только ты идешь за своими страстями, ты работаешь на них. Вот так, до такой степени. Ты же видишь этот, вот у тебя телефон, ты просто о чем поговорил, у тебя реклама появляется. Ты представляешь, насколько они, малейшее твое, там, ты чем-то заинтересован, твой нафиг что-то хочет, тебе, вот, пожалуйста, купи. Ну что, не так, что ли? То есть ты представляешь, как тебя обложили, как вот зайца в натуре этими, как сказать, петлями этими, капканами. Ты только что-то захотел, тебе проблем нету. Нету денег, кредит. Потребительский, чисто потребительский. Да потом отдашь как-нибудь, что ты там. У тебя же 2 почки. Ну, понимаете, да, то есть как это все устроено. То есть это же реально, как бы, как сказать. И это нужно понимать. Это реальная даджальская. Почему говорится, да, что у даджаля будет какая рука? Дырявая. Это образное выражение о том, что даджаль устроит такую систему тотального исрафа, вот это расточительство, тотального. И всех людей поработит именно через это. Через это поработит. Через вот эти хотелки. А многие ждут циклопа, там сейчас придет одноглазый великан с дырявой рукой. Вопрос, а тогда почему пророк Мухаммад сказал, да, что многие обманутся и пойдут? Потому что это настолько будет хитрая система, что ты не будешь замечать, что ты в ней уже участвуешь. Ты не будешь замечать, как ты в ней уже, все, ты работаешь на нее, будучи верующим. То есть вроде бы ты веришь, ты даже намаз читаешь, что делаешь, это делаешь. Понимаешь? Поэтому, если же, следуя бережливости, ограничиться и расходовать лишь на необходимые нужды, то по ясному смыслу аятов «Инна Аллаха хуа раззаку зуль кувватиль матин». Ведь Аллах податель на дело. Ведь Аллах податель на дело, обладатель силы мощной. И «Вама мин даббатин
Филь арды илля аляллахи ризкуха. Нет на земле ни единого живого создания, которое Аллах не обеспечил бы пропитанием. То есть, смотрите, если ты, следуя бережливости, ограничишься и будешь расходовать лишь на необходимые нужды, то Аллах в любом случае тебя будет кормить. В любом случае. То есть пропитание неожиданным образом будет тебе дано для продолжения жизни. Ибо это находится под обязательством Всевышнего Аллаха. Аллах тебя создал, Аллах тебя будет кормить. Ты еще не появился на этот свет. Ты еще был там в виде гомозиготы. Всевышний Аллах уже начал наполнять груди твоей матери молоком. Понимаешь? Уже процесс был запущен. Уже все было подготовлено. Понимаешь? То есть, ты просто подумай об этом. Что кто заранее для тебя все это готовит? Ты пришел, все готово. Но тут очень важно понимать, что пропитание и средства к существованию, они есть двух видов. Многие это не понимают, что типа, как Аллах же обещал, а почему я там? Дело в том, что есть два вида рызка. Так вот, первый вид – это действительные средства к существованию, благодаря которым продолжается жизнь. То есть это то, что реально нужно для того, чтобы ты жил. То есть Аллах тебя создал, и тебе нужно пропитание, чтобы ты жил. Как видно из этого аята, вот данный вид пропитания находится под обязательством Всевышнего Аллаха. Если в него не вмешается воля человека, то эти необходимые средства он, несомненно, сможет найти. Не вынуждая себя жертвовать ни своей верой, ни порядочностью, ни честью. То есть нету таких обстоятельств, чтобы ты этим пожертвовал, если ты следуешь бережливости. Аллах твой рызк, он пошлет. Оттуда, откуда ты не ждешь. Всевышний Аллах говорит, «Мин хайсу ля яхтасиб». Я даю из самого неожиданного места, откуда ты вообще не ждешь. А вот второй вид пропитания, это уже мнимые средства существования, то есть типа сверх нормы. Когда из-за злоупотреблений второстепенные, третьестепенные вещи становятся на уровень, как будто тебе они необходимы. Так вот, из-за того, что эти средства уже не находятся под обязательством Всевышнего, они, особенно в наше время, обходятся очень дорого. То есть то, о чем мы говорили, то, что тебе навязали сверх этого, и сказали, что это тебе необходимо, ты без этого не можешь, они за это от тебя потребуют очень большую цену. Сначала жертвуется достоинство, принимая унижение, иной раз опускается до состояния нищенства, целуя ноги низких людей. А иногда жертвуются духовные ценности веры, являющимися светом вечной жизни. Такой человек обретает злосчастные, не приносящие добра вещи. То есть он даже это приобрел, от них и радости нет. Даже с этой точки зрения, вот смотрите, почему одна даже из причин, почему сейчас, к примеру, очень много разводов. Потому что раньше, к примеру, вот смотри, там родители, наши, или они, к примеру, начинали жить, и они, постепенно проходили вот эти трудности вместе, работали, копили на что-то, купят что-то, то есть, понимаешь, то есть это такой, а сейчас как это происходит? Они женятся, в кредит наберут все, что нужно, дом упакован, но при этом они уже в рабстве. Они на несколько десятилетий обязаны не болеть. То есть они уже этим самым, как будто Аллаху условия ставят. Слушай, Всевышний, ты смотри, я тут залез, в долги, ты давай ко мне туда-сюда, чтобы я еще и не болел, чтобы со мной ничего не случилось, никакого несчастья, а то же я же не могу отдать. Понимаешь? И получается, что вот это вот естественное развитие, которое раньше было, то есть люди постепенно жили там где-то, потом
накопили там, бах, что-то купили. Да, то есть как-то проходили, и это реально сплочало людей, потому что они проходили эти этапы. А сейчас, да, вот все есть, а наслаждения нет. Что интересно, у меня был знакомый, да, и он всю жизнь практически, там такую сознательную, он вот деньги давал под процент. Деньги давал под процент. Это еще до ислама было там. И вот что он сам? И он один раз просто взял, купил, по-моему, телевизор, что ли. Телевизор, вот эту рассрочку, да, там под процент. И он сам говорит, вот я прям помню эти слова, он говорит, блин, чтобы я еще раз что-то купил вот таким образом, он говорит, это просто, он сам говорит, психологически это так убивает. То есть, представляешь, у тебя вещь дома стоит, то есть ты вроде бы, как бы она твоя, но ты вынужден, представляешь, идти, и у тебя вот этот вот груз, да, вот это, то есть это реально из тебя такого раба делает. Он говорит, чтобы я еще сам дает деньги под проценты. Один раз взял там какой-то он телевизор, по-моему, или я не помню. Он говорит, чтобы я, говорит, еще раз, говорит. То есть, представляешь, это даже, то есть это реальное рабство. Это реальное рабство. Но рабство через что? Через твой нафс, через твои страсти. Люди там кричат там, о, почему там ислам, почему ислам не запретил рабство сразу? Ребята, вы сейчас все в рабстве. А Коран запрещает его, говорит, кулю вашрабу аля тусрифу. Пророк Мухаммад сказал, если не хотите быть рабами созданий, станьте рабом Аллаха. А рабом созданий ты через что станешь? Через свой нафс. Ты вначале раб своего нафса, а твой нафс, так как он зависит, он тебе скажет, иди поклоняйся тому, потому что мне нужно то, что у него есть. Понимаешь? Прогнись здесь, продайся там, поступи по-гадски вот там и так далее. Поэтому такой человек приобретает вот эти злосчастные вещи, не приносящие ему ни радости, ни счастья, ни удовлетворения. А также в это время бедности и нужды, это как раз обращение всем к тем, которые там типа сострадательно, они там переживают там, за голодных, бедных, за детей там. Но при этом, что вы сами сделали, чтобы это поменять? А также в это время бедности и нужды, огорчения, возникающие у человека, если у него есть совесть, из-за сострадания к нуждающимся и голодающим людям, портит его удовольствие. Как когда один ученик Иисуса, да, по-моему, это Варнава был, да, или я не помню, но суть не в этом. Он пришел и сказал, о Иисус, да, я уверовал в Господа, я уверовал в вечную жизнь, туда-сюда, что мне делать? Он говорит, иди продай все свое имущество и раздай людям. Ну, я тебе больше скажу. Я в мечети сидим вот так. Я говорю, братья, слушайте, такой момент, как вы думаете? Есть один брат, говорю, мусульманин, у него несколько детей, у него отец слепой, дома инвалид, а он взял все свое имущество, продал и отдал, ну, грубо говоря, в мечеть там, на пути Аллаха. Я говорю, как это так можно? Нет, вообще по шариату как? Как началось там? Нет, так нельзя, ты что, в первую очередь семью надо обеспечивать, в первую то, туда-сюда. Я говорю, да. Я говорю, а кто это, знаете? Говорит, кто? Я говорю, Абу Бакр Сиддик ради Аллаха. И сразу замолчали на все. Ну, конечно. Поэтому ты говоришь, сейчас один хоть христианин так сделает, я тебе скажу, сейчас хоть один мусульманин так сделает, как Абу Бакр Сиддик ради Аллаха. Вот вопрос в чем. И когда пророк Мухаммад, алейхиссалам, спросил у Абу Бакра Сиддика ради Аллаху, что ты оставил своим детям? Что он сказал? Аллаха и его посланника. Этого достаточно. Поэтому оставьте своим детям Аллаха и его посланника. Это то, что им самое необходимо. Поэтому в это время бедности, нужды и огорчения, возникающие у человека, конечно, если у него есть совесть, из-за сострадания к нуждающимся и голодающим людям, портит его удовольствие, полученное от средств, еще и приобретенных незаконным путем. В это необычное время, сейчас, наверное, все согласны, что сейчас необычное время,
Или сейчас обычное время? Мусульмане. Сейчас обычное время или необычное время? Необычное время. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, об этом времени что-то говорил? Ну, наверное, он о необычных временах он явно говорил. Так же? Поэтому в это необычное время следует воздерживаться от сомнительных вещей. Смотри, что он дает, какую фатву. И посмотри, какую фатву дают сейчас все, ну, не все, но очень многие имамы, там, типа ученые и так далее. Они что говорят? Ну, это же не харам точно, ну, как бы. Поэтому, значит, можно. Пророк Мухаммад что сказал? Говорит, харам и халяль будут известны. Между ними будет что? Сомнительное. Что пророк Мухаммад алейхиссалам сказал? Избегайте сомнительного. Посмотрите, как сейчас действуют нынешние, так скажем, горе-ученые. Они дозволяют проценты, они говорят, ну а как сейчас мусульманину квартиру-то купить без ипотеки-то? То есть он не думает, что с ним в ахирате будет, он думает, что ну как ему здесь жить. Понимаешь? Поэтому в это необычное время, когда говорит, если вы почитаете то, что пророк Мухаммад алейхиссалам сказал об ахирзамане, вот об этом необычном времени, что сейчас настолько все будет связано, смешано с харамом, что сейчас чем меньше ты воспользовался, тем лучше. Как один вот говорил, говорит, сейчас нужно еду, даже еду, вот, которую мы покупаем в магазине, там, ее нужно воспринимать как отраву. То есть чем меньше съел, тем меньше отравился. Вот можно сказать вообще так обо всем. То есть настолько все. Сейчас даже говорит, он в одном письме пишет, что даже человек, который живет сейчас на земле, который вроде бы просто свой огород, у него все туда, он даже не может сказать, что у него все халяль. Потому что порой смотришь в деревне, там электричество подворовывает, там то подэтывает, это там под то, туда-сюда. Ну что, не так? Когда смотришь, к примеру, отец вот этого ученого, он своих домашних животных, выводя из дома, завязывал им рты для того, чтобы довести только до своего поля, чтобы они кушали траву только на его поле. Когда его спрашивали, почему ты так делаешь, говорит, я не хочу, чтобы мои дети кушали харам. Поэтому в это необычное время следует воздержаться от сомнительных вещей, используя их только в случае крайней необходимости. Да. Ибо, как сказано, инна дарурата тукаддиру бикадриха. То есть из запретного можно вынужденно употребить, но лишь по крайней необходимости. И только. То есть, когда ты попадаешь в реальную нужду, а как сказано в теме об иджтихаде, ты в эту нужду должен попасть по законным причинам. Не так, что ты сам вышел из шариата, нарушил шариат, из-за этого ты попал в нужду, и потом, ну типа, мол, я же в нужде, теперь мне можно. Нет. Ты в нужду должен попасть, как бы не по собственной злой воле. Вот тогда это правило действует, что человек, который не злоупотребляя попал в нужду, для него некоторые вещи становятся халялем, даже если они какие-то сомнительные, запретные. А не так, что человек сам вышел за рамки шариата, попал в эту беду, а потом говорит, ну я же вынужден. Нет, на тебя это правило уже не распространяется, потому что ты незаконным путем попал в эту нужду. Так вот, да, смотрите, говорит, человек, оказавшийся в безвыходном положении, не может досыта есть недозволенное, то есть харам мясо. Он не может его досыта есть. Он может его есть, но лишь столько, чтобы просто не умереть. То есть, грубо говоря, ты попал в ситуацию, когда ничего кроме харама нету. Кушать. Шариат дозволяет тебе кушать, но не досыта, а чтобы ты не умер. Да это вообще там ничего.
А также невозможно с наслаждением продолжать есть на глазах у сотен голодных людей. Однажды один случай, подтверждающий, что бережливость является причиной достоинства и совершенства. Однажды Хатем Таи, известный на весь мир своей щедростью, устроил большой пир. Раздав своим гостям много подарков, он вышел на прогулку по пустыне и увидел там одного бедного старика, взвалившего на себя вязанку колючего хвороста, который ранил его спину. Хатем Таи обратился к этому старику. Он говорит: Хатем Таи устроил пир с раздачей подарков. Ты тоже иди туда, вместо этой вязанки, да, хвороста, в копейки, который стоит, ты получишь там большой подарок, очень ценный. Тот экономный старик ответил ему: я с достоинством несу эту колючую ношу и не хочу быть обязанным Хатем Таи. Позже, когда у Хатем Таи спросили: кого ты нашел великодушнее и достойнее себя? Он ответил: экономного старика, повстречавшегося мне в пустыне. Я нашел его достойнее, великодушнее себя. Потому что этот старик в нужде находится, и у него есть возможность законная пойти получить эти деньги. Но он жертвует. То есть, во-первых, он не хочет унижаться, это раз. Во-вторых, он, по сути, его доля достанется еще кому-то, который он мог бы и пойти взять. Вот это достоинство. Поэтому очень важная тема, и что ее нужно почаще читать, для того, чтобы, как сказать, себя приводить в порядок, да, в отношении вот этих вещей. Это мы 4 пункта прочитали, здесь еще 3 осталось. Сколько уже времени? Ну, уже на следующий раз оставим. А? Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анталь алимуль хаким. Свят ты, мы знаем только то, чему ты нас научил. Поистине ты знающий, мудрый. Аль-Фатиха ма-ас-салат. А те, кто хотят воевать, да, противостоять тем там, типа евреям там, и так далее, вот научитесь свой нав сдерживать и будете воевать. Вот так нужно воевать.